Мы находимся в городе Казань. Меня зовут Бабаев Шакир, и я специалист по гормональному оздоровлению, то есть по комплексному оздоровлению, в котором мы не используем никаких препаратов. Я стараюсь прививать людям те самые здоровые привычки, которые позволяют им жить на все свои возможности, ведь в современных условиях. От кого это все надо скрывать? У большинства людей есть серьезные проблемы со здоровьем, потому что условия располагают к этому. Раньше наши предки жили совершенно иначе, и некоторые элементы мы включаем в часть современной жизни человека. И этот проект X заключается в том, что я буду одного человека приглашать, или человека с недостаточной массой тела, или с избыточной массой тела, с гормональными нарушениями, бессонницами, апатиями и так далее, с пищевыми нарушениями, и приводить его в порядок, приводить его в форму путем моей комплексной работы. А наш гость, Михаил, это человек как раз с избыточным весом, у которого есть проблемы с тем, чтобы заставлять себя держать определенного рода дисциплину, тренироваться, нормально питаться или в целом вести здоровый образ жизни. А это очень обширное понятие, в него входит много всего. И вы увидите, получились ли у нас результаты за месяц совместной работы. В этом месте мы начинаем, и здесь же мы закончим. Привет, Шакир, еще раз. Расскажу еще раз про себя. Меня зовут Михаил, мне 26 лет. Живу в городе Москва. Как раз таки в день того, как ты выпустил пост, я встал на весы в зале. Думаю, все, уже пора. Надо идти в зал. Встал на весы, мой вес 136 400 был. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Это мой самый пиковый вес. Вот. Для меня очень проблематично скидывать, потому что я не сказал бы, что я ленивый, но у меня большие проблемы с силой воли, можно сказать, потому что я постоянно срываюсь, срывы в питании, срывы в пропуске тренировок. Для меня это очень тяжело. Я стараюсь как могу, но пока что у меня не особо получается. Надеюсь, если я попаду к тебе, с тобой у меня получится. Точнее, я уверен, что получится, потому что, это может быть банально звучит, но рядом с человеком, который тебе, если что, даст и подзатыльника, и скажет, как нужно, как правильно все делать, и даст тебе мотивацию, а ты ее даешь не только мне, но и, думаю, всем своим подписчикам. У меня все получится. Очень хочу к тебе попасть, надеюсь, что ты это увидишь, и с тобой у меня все получится. Спасибо большое, удачи. Всем привет, меня зовут Шакир Бабаев. В данный момент мы ждем нашего гостя, героя нашего YouTube-проекта. И когда Михаил сюда подойдет, я задам ему несколько вопросов, исходя из которых я пойму, в каком направлении нам надо будет дальше двигаться. За месяц, который нам предстоит сейчас, будет полностью трансформация Михаила. В данный момент он заходит прямо сейчас сюда. Миш, приветствую тебя. Привет. Рад видеть. Можешь пока раздеваться. Это Михаил. И мы... Сними меня. Обратите внимание, какой он будет на нашей первой встрече, на которой я и расскажу информацию. И потом через месяц вы сравните Мишу, какой он будет, уже с улыбкой, с... Проблем будет намного меньше. Знаешь, я на самом деле думал, ситуация будет более запущенная. У тебя нормально, я в зале таких людей вижу много. Миш, мы не будем сейчас это... Я хотел сказать, давай не будем второй раз. Ладно, пофиг. Мне интересно, Миш, чтобы ты рассказал немножко про себя людям, которые будут смотреть наш влог. И первый вопрос — это сколько тебе лет? И была ли у тебя в жизни какая-то физическая активность? Или если были какие-то еще заболевания, то скажи, какие. Мне 26 лет. Именно с физической активностью вообще практически всю жизнь, как там и любого парня. Просто вообще всю жизнь футболом занимался, где-то до 20 лет. Все именно со спортом всегда было нормально. Просто всегда спортом занимался. Вообще, если, я тебе потом фотки свои старые скину, я всю жизнь лет до 17 был там 55-60 килограмм. Я очень худой был и вообще вес не набирал. Играл все время в футбол. В принципе, все. Именно когда проблемы с весом пошли, это единственное
две травмы, вот, из-за которых я начал набирать. Первая это у меня киста была копчиковая, и после операции осложнения пошли. И вторая это разрыв крестообразный. И вот после первой травмы я еще подскинул, я там набрал где-то до 100 килограмм, наверное. Подскинул килограмм 15 за полгода, вроде бы более-менее нормально в форму пришел. А после второго раза, вот это где-то, наверное, 2018 год был, порвал кресты. Не то чтобы все, из-за этого я двигаться не мог, просто вследствие этого у меня там образовалось много разных вредных привычек, лени, там, еды ненужной, вот это все. Вот, в принципе. А так в зал я и сам могу ходить, ну, заниматься могу, просто у меня проблемы не с залом, а больше с мотивацией. Нет, не мотивация, а как с дисциплиной. То есть вот этого мне не хватает. Сколько сейчас весишь? Сейчас вот, ну я не взвешивался после того, как тебя отправлял. Последний раз взвешивал 136 килограмм. Давно так весишь? Ну, в прошлом году, в марте месяце я весил 140, потом скинул до 120, летом был 120. Потом у меня просто такая работа, то есть сезонная. Я летом, весной, осенью работаю, зимой не работаю. Вот, поэтому началась зима, я сижу дома, ничего не делаю. У меня вес просто вот так идет, ни с чего просто. А колено и поясница беспокоят тебя? Ну вот только левое колено, и то оно меня не беспокоит, я просто боюсь его повредить опять. У меня такого давно не было, последний раз года 2,5 назад. Я могу неудачно там упасть, например, что-то с коленом произойдет. Я знаю, что мне нужна операция, я ее не делаю, потому что мне сказали, что чтобы сделать операцию, тебе надо скинуть. Потому что после операции нагрузка на колено не должна быть большой. То есть ты должен сначала скинуть, потом сделать операцию. Ну и сделать операцию, это 3 месяца примерно я не смогу ходить. Опять же, работа у меня такая, что я должен ходить. Так, за месяц я могу гарантировать, что чистым уйдет по-любому 7-8, 100%. Ну, это минимум. А сколько уйдет максимально, мы глянем, потому что будем делать все, что возможно, вообще без диет, без такого всего. Для Михаила у нас есть определенный ряд добавок, которые помогут ему целый месяц чувствовать себя так, как я задумал. Эта работа будет у нас очень интенсивная. Смотри, первое, это все добавки от New Organic. Смотри. Первое это ежовик. Ты видел его, наверное, когда я показывал, да? Он с добавкой идет мукуна. Мукуна жгучая. Ежовик, короче, он для мозга. Он в буквальном смысле, да. Смотрел, шикарно. А мукуна помнишь? Мукуна жгучая. Не знаю. Мукуна это добавка, которая дает тебе строительный материал для дофамина. У многих людей не то, что проблема сейчас изношенной дофаминовой системы, а уже неспособность нормально вырабатывать его. Дофамин у нас вырабатывается из йодосодержащих гормонов щитовидной железы. Там L-тирозин, L-допа потом происходит. И из L-допы уже делается у нас дофамин. Это в буквальном смысле L-допа, то есть в мукуне L-допа. То есть там без всяких промежуточных элементов у тебя расходный материал для дофамина. Подается вместе с ежовиком для того, чтобы... Ты все равно в пакет положишь, а так можешь подержать. Мозг и дофамин у тебя будут на высоте. Слышал? Трава похотливого козла. Нет. Тоже это все от New Organic, я их уже показывал. И у тебя здесь 120 капсул, хватит на месяц, потому что ты будешь их использовать по 4 капсулы в день, выпивать по 4 в день разом по вечерам. Запомни этот момент. Все добавки, которые нацелены на повышение тестостерона, мы должны принимать вечером перед сном. Потому что они очень долго у нас усваиваются, часов 5-10, и только спустя 5-10 часов ты почувствуешь хоть какой-то минимальный эффект. Понятное дело, там накопительный эффект, спустя месяц ты будешь ярче чувствовать, чем через неделю. Но все равно, все, что повышает тест, нам нужно принимать перед сном. Пока мы спим, это все у нас усваивается, а у нас пик тестостерона когда? Рано утром, и вот в этот момент у тебя пик становится еще сильнее, потому что за ночь успелось все усвоиться. Трава похотливого козла от New Organic – это тоже добавка, которая будет ядерно повышать тестостерон на длительные дистанции. То есть не в течение 10 дней, хотя и в 10 тоже поднимет. Ты сам это пьешь постоянно? Я их пью, наверное, 5-6 дней в неделю. Нет, я имею в виду, сколько лет? Эту фирму я открыл для себя 2 месяца назад, 3 месяца назад. А если говорить в целом о разных тестобустерах, я и от Now Foods пил, и от Дзидзари пил. Это все рабочие добавки. Если вот так суммировать, наверное, года полтора. 1,5-2 года я эпизодически то. Я должен же пробовать это все, чтобы говорить, что работает, а что нет.
А я ежовиков, знаешь, сколько перепробовал? 6 фирм. То есть не так, кто больше денег заплатил. Нет. Я ежовиков 6 фирм. Сколько людей мне сейчас предлагают шутка добавки была, рекламировать? если Мне сейчас предлагают предлагали, мы уже им сказали нет, предлагают рекламировать их добавки. Но мы говорим нет, потому что я устал, я наконец-то нашел рабочую, я тебе клянусь, я нашел рабочую добавку. Вот New Organic, дзидзариевский и некоторые добавки от Now Foods. И я не хочу больше искать новые. Я ежовика 6 фирм перепробовал. Помнишь, в Алмате канадская золотая банка была? 80 баксов стоила. Она кончилась меньше, чем за 4 недели. 80 баксов. Ноль эффекта. Ежовик был. А он был дорогой, премиальный. Не работал. Порошковые пили. Что только не пили. Не работало. New Organic работает. Буквально за день до того, как ты историю эту выложишь, что ты набираешь в проект X, там человека ищешь, я пошел в зал, я не ходил в зал где-то месяца, наверное, 3-4, думаю, все, короче, ладно, надо идти в зал. У меня проблема не с тем, что я там заниматься не могу, и у меня со здоровьем какие-то проблемы, ну, могу заниматься, у меня проблема именно с тем, чтобы взять и пойти в зал. То есть я не могу собраться, я сижу, думаю, блин, ну ладно, все, завтра точно пойду. И завтра наступает, и такой, блин, что так лень, ладно, вечером, короче, пойду. Вечер наступает, блин, короче, пожрал так вкусно. Ну, неохота, короче, никуда идти. Ладно, и вот так, ну, месяц, 2, 3. И я такой, все, ладно, надо идти. Знаешь, насчет тренировок, ты говоришь, что вот постоянно вот их откладываешь на потом. Я уже дошел до того, что если не потренируюсь один день, я себя чувствую плохо, очень плохо. Мне прям необходимо эти тренировки. Раньше я мог тоже их так пропускать. Я думал, ладно, утром не пошел, пойду в обед. В обед не пошел, ладно, вечером. Ладно, вечером не пошел, но завтра точно пойду с утра. это стандарт. Вот так у меня кома. Но теперь дошло до того, что просто с утра просыпаюсь, и я понимаю, что для меня сейчас ходить на тренировку это то же самое, что попить стакан воды. То есть необходимая вещь. И если я с утра не позанимался, для меня это равноценно тому, что я там до обеда воду не пил. Понимаешь, это состояние такое сухое во рту, глаза сухие. И вот без тренировки я себя также плохо чувствую. Миш, у нас с тобой план будет состоять из выполнения многих задач, которые в течение месяца будем по чуть-чуть, каждый день, каждую неделю делать. А в конце, по истечению месяца нашей работы, будет такой экзамен, который ты пройдешь сам, выполнив одно действие. Я буду вместе с тобой в этот момент. Ты его выполнишь, и он поменяет жизнь на до и после. 100% поменяет, но ты его 100% выполнишь. Не будет такого, что сочканешь, тем более спустя месяц нашей подготовки. И я очень хочу, чтобы мы с тобой дисциплинированно каждый день сейчас работали, а у нас выходных не будет. Мы будем каждый день в кайф, в удовольствие работать. Также буду тебе много всего рассказывать насчет здоровья в том же формате, как я это в блоге делаю, но только вживую, уже в лично, в ходе разговора. И сегодня у нас с тобой тоже будет небольшая тема с едой связана. И я в блоге рассказывал о том, что я не сторонник завтрака. Сегодня я хочу тебе это объяснить, почему именно я не сторонник завтрака. Я тебе сказал сегодня не есть ничего до тренировки. А сейчас время у нас час. Все еще ты не ел точно ничего? Извините, я перебью, я вообще, я даже не знаю, как сказать, я не люблю завтракать, мне не лезет никогда с утра. То есть я ем примерно 2 раза в день, может быть 3. Утром я никогда не ем, мне все говорят, надо завтракать, надо кушать, это обязательно. Но я не могу себя заставить, зачем мне есть с утра, заставлять себя есть с утра, если я не хочу. Я могу, вот я сегодня проснулся, например, в 9 утра, я могу спокойно там до 3 часов не есть. А когда я работаю, например, я могу вообще весь день не есть. То есть, почему я хочу вот как раз таки это хорошо каждый день заниматься, если я что-то делаю, я не хочу есть. Во, ой, какая вкусная мысль, господи, как хорошо, что если бы он ее не сказал, я бы не додумался бы ее сейчас произнести. Когда я что-то делаю, я не думаю о еде, это очень сильно касается завтрака. Может быть, иногда касается очень занятых людей еще и обеда, то есть они если с утра там переговоры, переезды, что-то там, тут, они только вечером, приходя домой, когда я со Станиславом Дробушевским записывал подкаст, он очень занятой антрополог, он преподает, где только не преподает, на подкасты, в интервью ездит стабильно, постоянно. И он говорит, что он кушает, вот чтобы сесть и поесть. Только когда домой приходит в 8-10 вечера, и то есть жена его начинает кормить, а он голодный, но он уже психически как бы уставший, он не хочет уже есть. Он бы и не ел бы, будь его воля. А он такой довольно худой, он там 65 весит, да. И это
описывает нашу реальность. Когда тебе скучно, ты хочешь получить дофамин на ровном месте, разными источниками. Но один из них – это заесть. Ты поешь еду, в которой много простых углеводов. Мало кто делает прием пищи, состоящий из жиров, клетчатки и сложных углеводов там, с белками. Потому что эта еда будет, на обыденном языке она будет пресная. А вот когда ты добавляешь туда простых углеводов, чего-нибудь сладенького, то ты уже начинаешь этого есть намного чаще. Ты вообще по жизни сладкоежка? Но я пытаюсь себя от этого ограничить. Вот, может даже похвастаться, я уже где-то полгода не пью ничего, кроме воды. То есть я пью только воду. Нифига себе. Там кофе, чай не пью, потому что я не завтракаю с утра. И соки, ничего не пью, вот только воду. Хочу иногда энергетик, например, выпить, но, опять же, я либо не пью, либо пью как не в себя. То есть я могу там, например, когда пил энергетики, я мог 2-3 энергетика в день выпить. Мне от них, я чувствую, у меня какое-то состояние не такое пить. Поэтому я перестал их пить. То есть я стараюсь просто воду пить. И не из-за того, что я это заставляю себя. Мне реально просто нравится воду пить. Я там не хочу сок попить уже. А раньше как было? Раньше я там любил какой-нибудь Липтон попить, вот что-нибудь такое. Я не пил воду практически. А сейчас я пью только воду и все, и нормально. Проблема многих людей в том, что они не отдают себе отчет в том, сколько воды они выпивают. Они за воду иногда начинают воспринимать просто жидкости, типа кола, зеро, сахара же нет, пью. Потом какие-нибудь фреши, какие-нибудь компоты. У меня знакомых много, которые идут обедать куда-то, они обязательно компот берут там, типа 0,5, 0,6, берут компот, конечно же, с сахаром замешанным. И потом, если у них спросить, ты воду пьешь? Да, пью, типа там литр-полтора у меня выходит, а у них это все вместе, молоко, чай, кофе, компоты и так далее, энергетики. А именно воды акцентированно мало людей пьют на самом деле. Я очень хочу, чтобы мы увеличили объем выпиваемой тобой воды в течение дня, вне зависимости от того, сколько ты сейчас пьешь. Вот скажи, сколько воды у тебя выходит сейчас? Примерно, на глазок. 3-3,5 литра, наверное, в день я пью. Весишь ты почти 140, 137, 136. То есть вот мы сейчас, например, пойдем в зал, вот эти 1,5 литра, если мы будем заниматься, я за 1,5 часа его выпью. То есть я воды очень много в зале пью. И в течение дня тоже очень много воды пью. Нам нужно выпивать 1 литр на 20 килограмм массы тела. Если весишь 100, 5-литрушка должна выходить. Если весишь 120, у тебя 6 литров должно выходить. Но мы с тобой за 6 литров перескакивать не будем. Это очень, потому что тяжело. Времени может не хватать выпивать. Я выпивал 9 литров воды в день, я помню это. Я тогда весил почти 80. И несколько дней к ряду, летом, я выпивал 9 литров воды. Я мог бы и 10 выпить, но там уже время спать, там на 12 час ночи был. Вот, если бы не нужно было спать, я бы и больше был. Насчет завтрака, ты говоришь, что ты не любишь его. И слышишь тут, там, что говорят, надо есть. Как-нибудь слышал, типа, завтрак — это самый главный прием пищи. Его съешь сам, обед подели с кем-то, ужин отдай. Вообще, на самом деле, если говорить о природе человека, там, с времен палеолита, там, даже не важно, 100 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад, люди в первую половину дня не ели. Преимущественно, чаще всего. Ты видел же подкаст Доргошевский? Я его не Нет, смотрел. не смотрел, но он как специалист профильный сказал, что чаще всего не ели по утрам, но бывало такое, что подвернется какой-то удобный, хороший случай, с утра можно было бы и поесть. Но, как правило, с утра отсутствовала возможность закинуть себе что-то в рот. Тем более закинуть в рот то, что сделает тебя сытым, это прям тем более. И мы попросту привыкли, у нас в генах уже это прописано, что каждый раз, когда мы с утра просыпаемся, у нас пробуждение голода идет. Почему? Потому что гормон голода, грилин, он у нас поднимается, за ним поднимается гормон роста. Гормон роста у нас всегда вырабатывается только когда гормон голода вырабатывается, то есть нет голода, нет гормона роста. А гормон роста — это анаболический гормон, один из самых главных. Он кости наши утолщает, он мышцы делает более плотными, связки наши залечивает и делает их тоже более твердыми, плотными. И вообще много всего он делает. Называют типа гормон молодости. Типа если гормона роста у тебя много, ты выглядишь молодо, даже там в 50 лет. А если у тебя тестостерона очень много, то ты выглядишь типа ты выглядишь старше своих лет. Так себе. У кавказских парней, например, всегда так. У меня то же самое. Вот мне было 18 лет, мне 27 давали. Мне сейчас 26, мне дают 33-34. Я в шоке просто с того, что реально тебя какие-то гормоны могут визуально старить. А какие-то, я сдавал на тестостерон, у меня показывал в наномолях 28, по-моему. При верхнем референсе 31. Я узнал у Миши все, что мне надо было для первой встречи. И сейчас мы пойдем выполнять уже наш первый пункт. Это тренировка.
Сегодня у нас будет тренировка груди и плеч. Все остальные тренировки именно в тренажерном зале у нас тоже будут разделены на мышечные группы. Типа руки, или типа ноги, или типа спина. А также будем миксовать это все с тайским боксом 1 раз в неделю. Тебе очень понравится. Это нужно, чтобы мозг переключался. Мы провели анализ тела Михаила. Масса тела 133 килограмма, хотя 5 дней назад было 137. А сегодня он еще ничего не ел. Тренировка у нас будет натощак. И по данным, у него из 133 килограмм 41,8 это мышцы, а жир это 45. 45 килограмм это жир. Вы представляете, из этих 45 можно 30 вычитать, чтобы было 15 кило только жира. И в таком случае он будет весить чуть больше 100 кило. И это будет рабочие 100 килограмм, в которых ты себя, Миша, будешь чувствовать хорошо. Оценка InBody у тебя, видишь, 48 из 100. У меня 96 там показывает, 95 из 100. Это чего? InBody, типа соотношение всего. Кости, мышцы, жир, вода. Типа 100 из 100 это идеально, сам понимаешь. 48 это чуть хуже среднего. Ой, чуть хуже, чем в 2 раза хуже. И у тебя показывает, что висцеральный жир это 29. Висцеральный жир это жир между твоими органами. Короче говоря, жир, который прям вообще должен быть на минималках конкретных. Это не жир под кожей, это жир между органами, на органах. И он у тебя 29, когда в идеале должно быть там от 8 до 14. Понимаешь, насколько у тебя ожирение идет внутрь, как и любое типичное ожирение. С этим мы будем справляться легко. И дефицит калорий нам тоже здесь будет помогать. Маленький дефицит, мы не будем голодать. Дальше, что у нас тут из интересного? Так. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Слушай, у тебя на самом деле содержание жира это в процентах 45, а в килограммах 60. Видишь, 59,9. Это жир у тебя в теле. Когда максимум при твоем росте должно было бы быть максимум 16,5. У тебя почти 60 кило жира. А в процентах это 45. У меня в процентах жир в теле 13-14, у тебя 45, понимаешь, насколько это выше? И через месяц мы с тобой глянем, в чем будет у тебя разница. Я уверен, что процент у тебя будет около 30, что сильно будет на тебе сказываться. А жир у тебя будет не 60, я уверен, что будет где-то 47-48 за месяц. Это минимум. Может быть, даже постараемся перешагнуть этот барьер. Сегодня у нас 5-й день. Мы приехали на тренировку по тайскому боксу. Михаил уже сейчас подходит ко мне. Как у тебя мышцы, Миш? Хорошо. На самом деле, я вчера утром проснулся, думал откинуть. Потому что у меня прям вот, мы когда последний подход делали, Стану, я прям последний, когда повторение сделал, показалось, что потянул, ну нормально. Я никогда не пробовал тайский бокс или просто бокс. Только в детстве единоборством занимался, борьбой вольной, но это другое, поэтому надеюсь просто уйти сегодня. Мы в том самом зале, в котором снимали тренировку закрытого нашего клуба из телеги. И можете глянуть это видео здесь, или где оно выплывет. Двойку прям пробил первый раз нормально, второй раз тоже пробил хорошо. И этот холод нужен сейчас. Сбоку. Сбоку. Здесь? Да. Боковая. Ты можешь сказать, Миша, оно вылетело или не вылетело у тебя? Подожди, пока не шевели, подожди. Пытаюсь понять, не, оно... Прикинь, главное, ну, все нормально, не мимо даже попал, хорошо попал, и резко упал. Ну вот это я про что говорил. Оно не сходило, беспокоит, просто в моменте. Капец, ты же просто стоял и бил руками. Боль жесткая была? Да. А сейчас? Ну он даже не крикнул, он просто что-то упал резко. Ну Если вот я воспалить, стою, и оно вот
как будто кость, знаешь, вот так в бок вылетела. И у меня я из-за этого упал. Не из-за боли, а из-за того, что у меня опора на этой ноге была. Я когда шаг сделал, чтобы лево ударить. Вот у меня опора на этой ноге была, коленка как будто внутрь ушла, и из-за этого упал. Потому что опора на этой ноге была. У тебя задняя нога это, да, правая? Правильно? Нет, это опора была Это передняя. левая. Я на нее, вот я сделал левый Это шаг удар, делал? шаг сделал, на нее оперся. А опора должна быть правая у тебя, потому что правша, да. Блин, интересная вещь получается. Не было, по сути, нормального сгибания в коленном суставе. Полностью Сейчас не болит? Я вставать, если честно, боюсь. Пока я Почему тоже думаю, что не надо. Но я просто боюсь, что она начнет опять вылетать. То есть до этого она не беспокоила. Да, побежи пока. Просто еще бывает то, что она вот так у меня подвылетит, и на следующий день все нормально. Ну, то есть, объясняю, давно такого не было. А бывает, что она подвылетит, я там месяц ходить не смогу нормально. Так, сейчас, знаешь, как может его садить нормально? Давай ты мне руки. Фига у тебя кисть просто. Да не, нормально. Она не будет. Вот это подходи ему. Я просто на 2 секунды отвернулся в телефон и просто потом вижу, что что-то вот здесь лежит. Смотрю, это ты. Что-то. Ну я не ожидал, что ты упадешь. Я подумал, что ты упала. Если честно, я очень давно этого не испытывал. Но боль такая, это ни с чем не сравнить. Друзья, у нас произошел удивительный казус. У Миши и так с коленом есть проблемы. И в итоге надо все-таки включать мозги и сначала скидывать до достаточной степени вес, чтобы нагрузка на колено была меньше, когда ты все вот эти вот движения делаешь, когда ты опору на переднюю ногу, потом опору назад, немножко в бок наступаешь. Да и лоу-кики не бить просто человека. И проходы в ноги не делать. В итоге надо просто сначала снизить вес, чтобы нагрузка на колено была меньше, и потом уже можно будет все эти Просто движения спарринг включать. его попросил с тобой стать. поэтому. Ну да, на полную. Поставил, тузил меня 10 минут. Потом говорит, блин, что ты станешь, у тебя колено болит. В это же колено бил ему лоу-кик Когда без уже щитка. Какой болит вот это? Давай. Без щитка лупил. и Когда всё. он лежит уже 10 минут не встает, мы уже начали думать, что что-то не так. Давай, чисто. И не реагирует ни на Это же что. не джиу-джитсу. Теперь мы будем тренироваться только в тренажерном зале, чтобы скидывать вес. Работаем над питанием, душ, тренировки. Будут еще задания. Тайский бокс, как и любые единоборства, пока мы ставим на паузу, надо снизить общий вес. Друзья, мы сдали с Мишей кровь на гормоны, на самые главные показатели. Это свободный тестостерон, пролактин, общий тестостерон и глобулин, связывающие половые гормоны, ГСПГ. И у Миши просто ожирение, не нужно в этом так сильно разбираться, чтобы это утверждать. Вес был 137 килограмм неделю назад примерно у тебя. И исходя из того, что у тебя склонность к набору жировых клеток, следует предполагать, что тестостерона будет мало, потому что именно тестостерон является одним из самых главных жиросжигающих гормонов, как и ФР1, как и гормон роста, и у него должно быть довольно много пролактина. Конечно, бывает ситуация интересная, когда пролактина тоже мало вместе с низким тестостероном, но это уже будет говорить о кое-какой патологии, связанной с головным мозгом, то есть с лобными долями. И, скорее всего, будет интересно вам узнать, какие показатели гормонов у Миши. Сейчас я их зачитываю. Общий тестостерон – это тестостерон, который вырабатывается нашим телом в целом. То есть это общий выработанный, синтезированный тестостерон нашими яичками и надпочечниками. В рамках референсных значений это от 9 до 42 у тебя 10. Понимаешь, от 9 до 42 у тебя 10. Это самая нижняя планка. По сути, я бы назвал это уже гипогонадизмом. То есть, когда у тебя по серьезным причинам организм не способен вырабатывать тестостерон. Далее, свободный тестостерон. Когда от 24,5 до 113, ты видишь, у тебя 49. То есть от 24,5 уже, ну давай, от 25. От 25 начинается и до 113. У тебя 49. Это немножко выше, чем самая нижняя планка, поэтому неудивительно, что у тебя свободного тестостерона мало, исходя из того, что у тебя в целом общего вырабатывается тоже мало. Понимаешь? У тебя
5 кирпичиков вырабатывает организм, из этих 5 тестостерона. Из этих 5 кирпичиков мало чего можно построить. А свободный тестостерон — это именно вот активный тестостерон, который выполняет функции свои. Уверенность в себе, жиросжигание, либидо, мышечный рост, вот это все, уплотнение костей. То есть за это отвечает свободный тестостерон. У тебя его очень мало, как и общего. Далее, пролактин — это антагонист тестостерона, то есть это гормон, по сути, противоположный, и он отвечает за накапливание жировых клеток, он отвечает за неконфликтное поведение, за социальность, то есть за общение. То есть когда тестостерона очень много, человек очень замкнутый в себе. Когда тестостерона мало и пролактина много, он наоборот очень социализированный, очень активный в социуме, в обществе. У тебя, как прикол, пролактина тоже мало. При 73 нижних планках до 407 у тебя 166. То есть это довольно низкий, довольно хороший показатель пролактина. Вот это то, что должно быть, наверное, у многих парней. И я со сложностями могу сказать, почему именно у тебя тестостерона мало и пролактина тоже мало. Потому что, как правило, если патологии нет, если мало тестостерона, то в противовес много пролактина. У тебя его тоже мало. Это очень интересный случай. И ГСПГ, глобулин, связывающий половые гормоны, это белок, который, когда прикасается к молекуле тестостерона, он ее нейтрализует. То есть у тебя может быть на анализах такие есть ситуации, когда у человека очень много тестостерона, в анализе там 50 наномоль, но он их не чувствует абсолютно. И пролактин тоже низкий, и он их не чувствует. То есть он такой, блин, я бы сказал, что у меня тестостерона в 5 раз меньше. Почему на анализах так много? А у него просто ГСПГ очень много. То есть молекул, которые захватывают тестостерон и нейтрализуют его, у него их много. А чем выше ГСПГ, тем меньше у тебя будет активного тестостерона. Чем ниже у тебя ГСПГ, тем больше ты будешь чувствовать свой тестостерон. Есть ситуации, Миш, когда у человека тестостерон мало, вот на анализах его мало, и, например, 10, как у тебя, но он его чувствует вообще, он такой, блин, я думал, у меня 25, потому что он реально чувствует очень мощно его. Проверяешь у него ГСПГ очень низкий. Ну, там не на нулях, но ниже, чем возраст твой. Тебе 26, вот тут где-нибудь до 19 у тебя ГСПГ, значит, ты мощно чувствуешь свой низкий тестостерон. У тебя ГСПГ при рамках от 16 до 68 21. Это довольно низкий показатель. И он гласит о том, что ты свой тестостерон чувствуешь, именно то, как ты его чувствуешь, как он у тебя активно в организме работает. Чувствуешь его довольно хорошо. У тебя 21, тебе 26 лет. У меня 20, мне 26 лет. То есть у нас ГСПГ вообще почти один и тот же. И это очень интересный результат твоих анализов, потому что, исходя из него, могут точно сказать, надо повышать общий тестостерон, свободный тестостерон, и все остальное у тебя в порядке. То есть пролактин и ГСПГ у тебя в порядке. Нужно просто помочь организму вырабатывать тестостерон. Как? Определенным протоколом питания, определенными тренировками, то есть физическим воздействием в зале, которое мы будем с тобой делать, это именно преимущественно силовая манера, а не многоповторная. И также это... воды пьешь много, об этом мы будем молчать, не нужно упоминать. Это сон. Главное, чтобы ты днем не спал, потому что дневной сон снижает выработку тестостерона. И в целом это самое главное. И воздержание, правильное половое воздержание будет стимулировать на увеличение выброса тестостерона. Вот и все. Это самое главное, что нам нужно делать в нашей работе. Насчет анализов. Когда у тебя тестостерон на самой нижней планке, ты удивился этому или нет? Да, ну, в принципе, наверное, закономерно. А тому, что у тебя пролактина тоже мало. Это вот, я, кстати, думал, что будет побольше. Все говорили, если большой лишний вес, то, скорее всего, пролактина будет больше, тестостерона меньше. Я сначала еще такой посмотрел, тестостерона мало, смотрю, пролактин мало. Думаю, ну, странно. Очень удивительно. Нам бы потом с тобой еще на эстрадиол сдать кровь. Может быть, его у тебя много. Хотя, судя по тебе, я бы так не сказал. По поводу этого ГСПГ, что его мало. Ты должен чувствовать свой тестостерон нормально. Очень хорошо даже, я бы сказал. Свои 10 наномоль ты должен чувствовать очень хорошо при твоем низком ГСПГ. Ты с этим согласен или нет? Я не понимаю, как чувствует тестостерон. Ну, он отвечает за то, что ты готов рискнуть. Он отвечает за то, что ты очень уверен в себе. Ты не сомневаешься. Ты, если что-то хочешь, у тебя мало идет обдумывания этого действия. Ты как бы быстро к действию сам подходишь. Но это не легко сказать, чувствуешь ты или не чувствуешь.
И так, я не знаю, как... Чем например, больше тестостерона, еще тем меньше ты спишь. Вот так. Ну, сплю я столько, сколько надо. Если мне надо поспать 3 часа, я сплю 3 часа. Сейчас мне не надо спать 3 часа, я сплю 8-9 часов, чтобы комфортно высыпаться после тренировки. Потому что мы каждый день занимаемся. Каждый день я прихожу вечером, ложусь спать, утром просыпаюсь, все, как будто все нормально. И еще... Просто для этого я сплю 8 часов. Если бы мне надо было спать там 5 часов, я бы 5 часов спал, и все нормально было. Кайф, кайф. Если вы хотите знать, какие надо сдавать вам анализы в лаборатории, анализы крови на гормоны, чтобы понимать состояние здоровья и психоэмоционального, и физического, переходите в мой запрещенный грамм, ссылка в описании, подписывайтесь и получайте чек-лист, благодаря которому вы будете знать, какие гормоны сдавать и что они значат. Сегодня мы приехали в баню, он будет нагреваться и сильно охлаждаться. И никогда в прорубь до этого он не нырял. Но он уже подготовленный Но я не человек. буду. Он подаряет, я просто постою, посмотрю, все. Смотри, какой здесь кайф. Что надо? Тоже подснять. Потерять. Головой ударился. Ой. Айда. Дело. Холодный душ, что, примерно такой же. Встань ногами, голову. Давай. Чуть стоим, Миш, чуть стоим, Миш. Дыши. Хорошо. У нас в холодном душе в зале почти такая же вода. Не, мне кажется, в зале она холоднее, блядь. Давай, сказка. Пошли. Клево. Очень хорошо. Мишины комментарии. Ну, блин. Ну, нормально, пойдет. Он еще сказал, что у нас в душе в зале вода холоднее. Ну, блин, на самом деле не прям тяжело было в воду заходить. В зале после хамама как будто... Там реально как будто лед кидают. Вот я ему говорю, через месяц, когда уже абонемент будет заканчиваться, там просто будет льдом. Ну просто, Миш, еще разница в том, что там душ-то сверху вниз льет, а здесь ты аккуратно Ну, заходишь. мы же снизу. холодным душ все равно снизу вверх моемся. Ну, плохо получается же. Там струя-то еще такая, что посередине стоишь, в тебя вода не попадает. Только по кругу. Она же такая. А здесь ты аккуратно снизу заходишь, у тебя ноги, потом плавно туловище и намного Там плавнее еще ощущения. перила во льду бы не были, было бы вообще клево. Гортиния мангостана – это растение в Латинской Америке, в Таиланде, где-то еще, оно растет. Эта добавка нужна тебе для повышения работоспособности мозга тем, что он улучшает проводимость нейромедиаторов. То есть серотонин, дофамин, ГАБА, гамма-аминомасляная кислота, которая тебя по большому счету расслабляет, дает тебе отдыхать в нервной системе. Эта добавка помогает тебе сильнее чувствовать отклик на вот эти гормоны, на эти нейромедиаторы. Поэтому она должна быть 100% для того, чтобы ты легче закреплял какие-то привычки. Потому что мы привычки через нейромедиаторы закрепляем. Далее. Это лисички. Нам нужны, экстракт таких грибов, лисички, это единственные грибы, которые не имеют паразитов вообще. То есть во всех остальных грибах эпизодически находятся разных паразитов, которые питаются ими, которые живут в них. В лисичках никогда не живут никакие паразиты, и они нам нужны для того, чтобы определенные химические соединения, которые есть в них, очищали наш кишечник от разных паразитов. И я не говорю сейчас о червях каких-то там ленточных. Нет, паразиты бывают разные. И лисички помогают нам чистить ЖКТ для того, чтобы мы лучше усваивали пищу. Потому что условно патогенная микрофлора, враждебная микрофлора, она нам, Миша, не дает усваивать минералы, витамины, жиры, аминокислоты в той мере, в которой мы их поглощаем. Ты, например, съедаешь огромную порцию полезной еды, а не чувствуешь никакого эффекта. И думаешь, блин, да это не работает, я лучше вернусь тогда к своей кайфовой еде, извини, к сахару там и так далее, там картошки фри, что только еще, пельмеши. И потому что я не чувствую разницы между ЗОЖ-питанием и таким грязным питанием. Так человек не чувствует между ними разницы, потому что у него ЖКТ забит вообще, капитально забит. И эта патогенная микрофлора, она питается всем полезным, что ты ешь. А тебе отдает совсем немного. Паразиты всегда так делают, чтобы ты не сдох. Сдохнешь ты, сдохнут они. Они тебе чуть-чуть отдают, и в основном питаются полезными элементами сами. В том числе, кстати, и сахаром. Преимущественно сасахаром они питаются, то есть глюкозой. Вот, эта добавка нужна, чтобы тебе ЖКТ очистить. Далее. Это Федоджа
агрестис, это все эти латинские названия, нам нужна для тестостерона. Здесь видишь 10:1 соотношение, тоже от органика. Очень жестко повышает тестостерон, примерно так же, как трава похотливого козла. Принимать нужно будет тебе где-то за часа 2 до сна. Если трава похотливого козла перед сном, это чуть пораньше. Он дольше будет усваиваться, и добавка отлично дополняет. Бакопа Миньери – это добавка, которая улучшает... Сейчас скажу, что она делает. Сейчас. Это очень мощный антиоксидант. Мы постоянно окисляемся, вообще это нормально, что я харкаюсь, это нормальное явление, что мы всегда окисляемся, но сильнее всего окисляется у нас мозг. То есть токсичные формы кислорода, они создают свободные радикалы, которые, когда прикасаются к нашим здоровым молекулам, превращают их в момент в такие же свободные радикалы. Свободный радикал — это, по сути, мертвая клетка, это неактивная, нейтральная клетка. И таким образом ты быстрее стареешь из-за того, что клетки твоего организма медленнее восстанавливаются. То есть клеток, которые способны восстанавливаться заново и заново, их все меньше и меньше становится, потому что ты постоянно окисляешься. У тебя токсичных соединений кислорода в теле много. Их надо выводить. Антиоксиданты их выводят. Вот. И эта добавка великолепно будет их выводить у тебя. То есть будет нейтрализовывать свободных радикалов. Очень важное. Я у тебя спрашивал в кафе, ты сладкоежка или нет? Что ты там ответил? Я только там про воду ответил. Ну, можно сказать, да. Но я стараюсь не есть, потому что понимаю, что нет. Ну, я могу не есть, но иногда хочется. Эта добавка Gymnema Sylvestra вообще открытие для меня. Я недавно все о ней изучил и начал ее пить 3 дня назад или 2 дня назад. И видел ее от некоторых бодибилдеров там возрастных, которые на курсе их принимали, чтобы на сладкое не сорваться. На курсе стероидов, чтобы на сладкое не сорваться. И эта добавка, это экстракт растения, который, во-первых, притупляет на языке рецепторы, которые условно за сладкий вкус отвечают. Там нету четких зон разделения у нас на языке, там примерно размазано. Но он блокирует рецепторы немножко, которые отвечают за привкус сладкого. И также понижает холестерин в крови, понижает сахар в крови и не дает нормально всасываться через кишечник сахару и холестерину. Он им не дает нормально всосаться в кровь. Таким образом у тебя скачка сахара не происходит. Ты по сути ешь его, но практически не чувствуешь ни вкуса сладкого, ни прихода вот этого сахарного в крови, когда тебе кайфово, там энергии много, а потом у тебя жестко спадает вниз этот углеводный перепад, ты его не чувствуешь. И ты попросту теряешь интерес к сладкому. Эта добавка охрененная, у нее нет побочных эффектов, ее в основном используют для того, чтобы лечить людей с диабетом. Много исследований, на самом деле все исследования с этой добавкой используются только на группе людей с диабетом. То есть не использовали никогда на людях без диабета. Она создавалась для людей с диабетом. И жидкий экстракт ежовика. Ты видел, я показывал, я даже рилс снимал. И тут 10 мл. Это самый эффективный ежовик. Фирма та же самая. Самая эффективная в плане того, что концентрат. Ты берешь с утра 4-5 капель под язык капаешь, 10 минут ничего не пьешь, чтобы через капилляры подъязычные все в мозг скорее попало, через кровоток. Сразу из-под языка, пам, туда. И ее каждое утро капаешь. Пока ее используешь, можно в капсулах не пить. Как только кончилось, можно пить в капсулах. В капсулах будет где-то раза в 4-5 дольше усваиваться, потому что, сам понимаешь, через ЖКТ проходит, через пищевод, желудок, кишечник и вот так далее. Поэтому это, наверное, наравне с травой похотливого козла и жимнемой сильвестрой, которая отдаляет тебя от сахара, это самые главные добавки из всех, которые я тебе сегодня даю. И я хочу, чтобы ты прям не забывал про них, прям в телефоне писал себе напоминание, выпить вот это, накапать вот это в такое-то время. Да, а чтобы ты их не забывал, брать с собой. Есть таблетница, которая тебя будет выручать. Там на каждый день недели разберешься, как она работает, засовываешь туда заранее капсулы и куда надо двигаешься, положил ее куда-нибудь в карман куртки зимней, карманы большие в зимних куртках или в сумку какую-нибудь, в рюкзак. И все, не будешь забывать. Поэтому держи пакет, можешь все туда сложить, Спасибо. это все твое. На здоровье! Мы занимаемся сегодня с Мишей в зале по нашему плану и случайно пересеклись с Радиком. Это человек из моего окружения, мой товарищ, который сегодня пришел в зал, и случайно мы пересеклись. Он подключился к нашей работе с Мишей. И самое главное, что я делаю с Мишей, это не учу его техники упражнений или рассказываю что-то, да, как восстанавливаться и так далее. Нет, самое главное это здесь то, что Миша проникается мышлением и окружением моим. То есть
Радик – это человек, которого я приучил, тоже потянул за собой заниматься тайским боксом. И теперь он тренируется со мной, часто на него ходит. Теперь еще и хочет заниматься с нами в зале. Миша должен перенять именно само мышление, саму философию этого окружения, понимаете? И над этим мы сейчас стараемся. Хорошо. В нем дури много. Прошлая тренировка была несколько дней назад, он брал 16, уже 18, спокойно. На следующий он возьмет уже 20. Ходьба является самым, по сути, эффективным способом сброса лишнего веса, потому что сердцебиение у нас невысокое, мы не используем углеводы, мы не используем гликоген как расход энергии, мы используем жиры как расход энергии при невысоком сердцебиении, частоте сердцебиения. И когда мы ходим больше 10 тысяч шагов, это сейчас просто хайп везде, типа 10 тысяч надо ходить, не надо, надо больше ходить. 15 тысяч шагов – это идеальный показатель, это идеальный метод для того, чтобы сбрасывать каждый день примерно по 300-700 грамм жира. Именно, еще раз я подчеркиваю, жира. Потому что на такой частоте сердечного ритма при ходьбе у тебя используются как топливо именно жировые клетки, а не гликоген, после которого у тебя еще аппетит увеличивается. Тут совсем иная ситуация. Вот поэтому он уходит так много, и ему еще предстоит каждый день вот так вот плюс-минус 15 тысяч шагов делать. Миш, твои ощущения от недели работы подошла к концу. Скажи, пожалуйста, потому что мы успели сделать по заданиям. Задания у него были, он теперь ест киви каждый день несколько штук, квашеная капуста, как оказалось, он и так ее старается есть каждый день, и дома его напутствие ему. И также сегодня у нас будет еще одно задание с питанием тоже связанное. Кушаешь, объясни, сколько раз ты кушаешь сейчас, вот эту неделю, как у тебя с питанием, и в целом, как тебе вся работа? В плане тренировок, сначала по тренировке скажу, когда ты ходишь с кем-то заниматься, а не один, даже вот он не даст соврать, например, когда я делаю какое-то упражнение, у меня не идет там, например, 6-е, 7-е повторение. Он мне сам про это говорил. Я делаю 7-е с его помощью, он говорит, ты сам делаешь. А если бы я был без него, я бы сам этого не сделал. Потому что я думаю, ну все, я больше не могу. И там он очень смешно говорит, когда просто какое-то упражнение начинаешь делать, которое еще не делал. Вес нормально взял, и он, да, идет. Четко идет. И это прям, ну, реально прям сил придает, поэтому по тренировкам вообще клево. Ходить, ненавижу ходить, потому что мало того, что я толстый, у меня еще проблемы с ногами, и я это терпеть не могу, но понимаю, что надо. Только вот 2 дня, грубо говоря, там 11, и вчера 16 тысяч шагов прошел, вчера чуть не умер просто, когда домой пришел. А так, в принципе, все отлично. Но я понимаю, что это, ну, мне надо, поэтому и стараюсь. В плане просто общения, как будто давно знакомы. То есть нет такого, что я к нему там как-то отношусь, короче, как к знакомому, как к другу, с которым я там знаком не первый год. Поэтому и тренироваться легко, и советы даются друг другу легко. И, в принципе, все легко дается. Киви легко дается? Да, нормально, но учитывая то, что я ем 1 раз в день, для меня это киви просто с кайфом я его ем. Но он не всегда ест 1 раз в день. Вчера как? Ну, я когда тренируюсь, то есть мы вот за эту неделю 1 раз в зал не ходили, в тот день, когда на тайский бокс пошли. В тот день я поел 2 раза. А обычно после тренировок я стараюсь 1 раз в день есть, и все. Потому что после тренировки вообще ничего не хочу. Вчера мы не тренировались. Сколько раз ты ел? 2. Вот, вчера он ел 2 раза. А что ты ешь? Суп, там рис, картошка и курица. На 107 рублей? И салат обычный, капустный. Ну, это 109 уже идет. Если зелень посыпать, там 113. Нормально. Ну Вот тут, сегодня кстати, в плане цен на еду вообще кайф. Тут это в Казани, напомню, да, мы живем сейчас в Казани. За кадром я буду сейчас Мише рассказывать про воздержание, дам всю информацию, которую имею по поводу этой темы, как правильно нужно воздерживаться, для чего,
какие будут изменения в организме и в целом про особенности сексуальной активности в современном мире, где все кругом эротизировано. Погнали! Стоит, ждет нас. Как только в Москву приезжаем, сразу на вокзале Опять, KFC, опять, потом троллейбус только доезжает до остановки, Опять. Макдональдс сюда. опять. В апреле- неправда, он шутит, он В апреле гиперболизирует. приедет, а я еще сверху набрал того, что было. Ой-ой-ой. И не мышцы. причем. Друзья, он сегодня встает на гвозди. Понюхай, кстати. Пахнет як. Прикольный запах. Это в Алмате их У него еще там делали. пакет с обувью, с носками со вчерашней тренировки и гвозди тоже. Видели, он похудел, стал более веселым, стендап-комики хочет уже называться. Красиво сделаешь? Смотри, Я тебе... это гвозди, на которые мало кто вставал. Расстояние между гвоздями, это называется шаг, 15 миллиметров. То есть Блин, а я чё на они них острые щас- такие? я сначала сам встану, чтобы ты увидел, что это возможно, а потом встанешь ты. Да И не, не боись, тебе не надо, не боись, тебе не нужно будет там Я, час короче, стоять. понял, что он хочет сделать. Смотрите, Это я сейчас преодоление. Это я щас преодоление. Тебе ехать надо, да? травмируюсь. Ехать надо куда-то. Да, у меня дела там, давай. Идем туда, поближе к этому. Ты, короче, как к залу будешь подъезжать, ты мне набери, я тоже подойду. Идем. Хочешь, в зале встанешь? Не, спасибо. Там еще опозорюсь, блин, перед всеми. Давай поближе, чтобы вот можно Нет, было... нельзя, это обманка. Тебе станет больно, и ты опять схватишься и следуешь. С твоим весом нужно вставать. С моим весом надо на них посмотреть и пойти уже в зал тренироваться. Не. В зале потренируемся, Миша, это последний день, поэтому не бросай эти попытки. Это надо, Миша, чтобы ты пробил свою планку самочувствия, крепкость, твердость и чтобы ты в целом понимал, на что ты способен. Потому что, глядя на эти гвозди, у тебя может быть одно впечатление, как на них больно стоять, и типа, да, могу встать. Но ты, когда на них на самом деле встанешь, у тебя впечатление такое сложится, что, все, я встал, я красавчик, я теперь должен слезть. И в этот момент тебе нужно убрать все эти позывы слезть и стоять дальше. И вот мы так стоим там по 5, по 8 минут, по 10. Но тебе нужно 1 минуту всего лишь. Я так отвык с ним серьезно разговаривать, если честно. Да, мы уже перестали серьезно общаться. Он вот начинает рассказывать, мне аж некомфортно становится, как будто первый день приехал. Он говорит, вот я красавчик, я хочу сразу спеть. Я красавчик, я красавчик. Ты знаешь песню? Какой я красавчик. Нет, есть песня старая. Я красавчик, я красавчик. Смотри, встаем как? Сначала одной ногой и сразу вторую кладешь. Но гляди, куда кладешь, потому что бывает, как косо поставишь, и нужно переправлять. Какой размер ноги? 49 не подойдет. Не, серьезно, Не знаю, 43 где-то вот так. вместится. И все, вот так вот ставишь. Снимай пока обувь. Но я всех своих товарищей, всех своих близких уже на них заставлял вставать. Поэтому не переживай, ничего смертельного нет, ничего ты там не пробьешь. Иногда бывает ощущение, я пробил. До трусов раздеваться? Смотри, чуть шире делаю. Твоя задача отстоять 30 ёбаных. Я даже ногу не ставлю, чтобы не очищать, сразу встать просто. Как Я только не встанешь, заплакать, не описаться, что... не, это нормально, можешь не отписываться. Самое главное, Миша, как только у тебя сразу появится ощущение, все, надо слезть, все, хватит, бори эту мысль и стой через нее, превозмогай ее. Не сделаешь этого, Ты так говоришь, как будто прям невозможно стоять. возможно, просто чем ты больше весишь, тем больнее стоит. Понимаешь? Как только ты встанешь, я сразу же нажму на старт. Когда встаешь, первый раз от меня на приз. Ай, да блин, да невозможно встать. Невозможно встать. Ничего не пробьешь. Да невозможно это сделать. Возможно. Это очень круто, что это будет на видео. Не думайте, что я нытик, но это реально не... Чтобы вы понимали, Нытик. тут прям гвозди. Прям гвозди. Как я на них встать должен? Давай, встань. Come on, everybody. Кричи, если надо. Полминуты встанешь, я сразу чик.
Ты это сделаешь, Миша, не гони. Ты это сделаешь. Подожди, давай, надо. Ты как только встал, у тебя жизнь в деле спокойно. Это невозможно, я не могу. Возможно, я клянусь, это легко возможно. Ты это сделаешь и будешь говорить. Давай, Миша. Надо, чтобы я уже нажал на нее 30 секунд. Да я не могу встать, понимаешь? С другой ноги Миша пробуешь встать. Давай. Миша, давай, вставай. Я не смогу, можешь, я не... можешь. Я тебя... Я тебе говорю, ты это сделаешь. Я в первый раз с Маратом я вставал. Ага. В первый раз я встал с третьей, четвертой попытки. Я вот так же заходил и сходился. Потому что я думал, это... А он показывает, как он стоит, думаю, бля, я другого уровня. Стану, и у меня просто, блядь, нога вот так насадится на эти гвозди. Всегда так кажется. Покажи. Я, короче, придумал офигенную тему. Давайте я сейчас встану в снег, короче, и потом на гвозди стану, чтобы не чувствовать ничего. Ну, честно сказать, самый первый раз в жизни я вставал вот так же. То есть я Не, это не надо, не снимай. Блядь, Знаешь, ноги сводят теперь. Давай. 30 секунд, блядь. Давай! Вставай! Да я не можешь, могу. давай, идем. Подожди. Ты можешь. Бля, я не могу, я тебе клянусь, не могу. Чем дольше он себя оттягивает, тем тяжелее будет в итоге себя заставить. Я не могу ногу поставить одну, даже если... Миша, Нет, соберись. Ну я уже наныл, капец, мне уже и стыдно, и я все равно... Миша, я тебя понимаю, я также давал заднюю. Блин, я понимаю, что я не могу заставить себя, знаете, Миша, это как инстинкт самосохранения, мне настолько больно. Это правильно, и тебе нужно этот инстинкт уметь оттолкнуть, границу надо расширить и сделать еще больше шагов. Ты никогда не доходил, понимаешь, до вот этой стадии. Минус 12,5 килограмм за месяц. Как вам? Сегодня у нас заключительная тренировка груди. Как вы помните, мы начинали тоже все с груди. И сегодня точно такая же. Динамика у него во всех упражнениях выросла. И мне очень важно, Миша, скажи за месяц, что у тебя стало? С ЖКТ, туда-сюда и сюда-туда. Вообще за месяц одно из того, что меня больше всего порадовало, это то, что реально у меня вообще нет проблем с ЖКТ. То есть раньше у меня постоянно болел живот, желудок. За месяц это все ушло. То есть, благодаря там многим советам, которые он мне дал, там киви, чеснок и так далее. Вот, это мне больше всего нравится. Естественно, я рад тому, что и вес у меня уходит. Я очень рад тому, что, во-первых, у меня уходит вес и растут силовые. То есть я не просто вес скидываю и все, но реально в каждом упражнении веса идут намного больше. Каждую тренировку он берет больше вес. На спину, на руки, на грудь, на ноги. Впечатление супер. Да блин, да круто, но самое главное, что я начал. Это самое главное. То есть это чтобы не закончить это за месяц. Но завтра с утра KFC просто. Каждый раз, Даже если мы не повышаем вес, даже если мы не повышаем вес, все равно каждую тренировку мы растем, мы прогрессируем. потому что он этот самый вес делает большее количество повторений. Растет сила. Видно же, что сильный. А кто скажет, что не сильный? Завершающий подход нашей тренировки. Впереди невероятный вид, позади невероятная тренировка. И это я не про Казань, поверьте. Это мы вырежем. Мы вырежем это. надо вытащить из себя, красавец. Это мужчина, это хорошо. О, да! Да, чё бы не было. Пот, слезы, крики, чё бы не было, Миша. 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Друзья, добрый вечер. Мы провожаем Мишу. Он уже через 1,5 часа уезжает на поезде в Москву из Казани. И сейчас пьем чай и покажем вам анализы, потому что они снова через день после того, как мы их сдали, пришли очень оперативно. И у него новые анализы. У меня старые, которые были месяц назад. Общий тестостерон у нас был месяц назад 10,2. А сейчас 15-28. на 5 единиц мы подняли общий тестостерон за 1 месяц. Далее. Глобулин, связывающий половые гормоны. Он у нас был 21, а сейчас... 29,3. Да, и глобулин, связывающий половые гормоны, может быть там на 4, на 6 единиц меньше или больше твоего возраста, или равен твоему возрасту, это нормально. То, что у него он был довольно низкий, у меня он тоже очень низкий, там 20-21 у меня ГСПГ, а мне так же, как и Мише, 26 лет. Это нормально. И сейчас у него ГСПГ стал чуть выше, чем 26, 29, и это тоже нормально. Далее. Свободный тестостерон. Было месяц назад 48,8, а сейчас 52,2. незначительное изменение в свободном тестостероне, но благо оно вообще есть. И если добавляем к этому, что и общий тестостерон тоже стал на 5 единиц выше, это все-таки хороший показатель. Далее, не забываем, что у него много жировых клеток, которые превращают тестостерон в эстрадиол. Поэтому ожидать огромных скачков тестостерона за месяц, за 3, может быть даже за 4, это было бы очень наивно. Далее. Пролактин был 166 месяц назад, а сейчас 112. да, и примерно на 50. Да, на 50 позиций с небольшим мы уменьшили пролактин. И опять же, если учитывать, что у тебя и свободный, и общий тестостерон стали выше на фоне пониженного пролактина, в рамках нормы пониженного, то это всегда будет говорить о том, что он этот тестостерон чувствует лучше, у него переменчивости настроения меньше, то есть более стабильное настроение, более позитивное настроение, лучше восстанавливаются мышцы, сильнее отдается на тренировках, лучше либидо и так далее, то есть лучше работает голова. Плюс помимо тренировок мы же использовали добавки, в том числе, которая у тебя кончилась, Бакопа, от New Organic, и это хороший наотроп, который улучшает деятельность мозга, работоспособность мозга, добавляя к этому повышение свободного общего тестостерона, понижение пролактина, мы получаем, что у него действительно стало лучше настроение, он стал быстрее думать, у него меньше апатичного состояния эмоционального, и я бы хотел дать Мише телефон, чтобы он сказал свои изменения напоследок. Как ты ощутил за месяц работы, честно, без преувеличения, без преуменьшения, динамику? Естественно, что мне легче стало вообще жить, не только двигаться. Последний раз именно вот такой вес у меня был очень давно, не знаю, больше 3 лет назад. То есть последние 3 года я вот в таком вот весе, то больше, то меньше, но больше всегда, чем сейчас. Понятное дело, мне и жить хочется намного больше, когда мне легче. В плане привычек со здоровьем, вот самое главное, о чем я уже не раз говорил, это про ЖКТ, что реально за месяц я его наладил, потому что у меня летом, прям меня это очень сильно беспокоило. Изжог у меня не было, у меня просто постоянно желудок болел. Неважно, что я ем, нормальная это еда или фастфуд, постоянно расстройство с желудка. То есть не день, не два, а на постоянстве. Походу в туалет, да? Да. Сюда мы приехали, там и киви, и чеснок, и то, что... Не говори дальше. Хватит. Киви, чеснок хватит. Все. В общем, благодаря всему этому, чему он меня научил и что он мне подсказал, я с этой проблемой справился, и мне сейчас... Я утром просыпаюсь, но иду в туалет и забываю об этом до завтра. И для меня это лютый кайф, потому что последние больше, чем полугода это реально беспокоило. А в плане, если тренировок, вот за месяц, я теперь могу спокойно сам тренироваться, потому что он меня всему научил в плане техники, упражнений. То есть это не просто мы топорно приходили в зал, делали одно и то же упражнение каждый раз, и на следующий день делали другое. Нет, там много разных упражнений, и в принципе, наверное, больше всего из-за этого я вес и скинул, потому что мы много занимались. Водный баланс, если сказать, выпиваю, так как мы тренируемся практически каждый день. Опять же, там многие говорят, что нельзя тренироваться каждый день. Я тренируюсь каждый день, я себя хорошо чувствую, поэтому мне пока нормально.
Когда я тренируюсь и выпиваю в день там 5 литров воды минимум, потому что я только в зале выпиваю 3-3,5 литра. Это правда. Просто, ну вот, да, вот сегодня мы пришли, я сделал подход на грудь первый, и я выпил уже больше литра воды. Подход? Вот, нет, имею в виду жим, да. Сделали мы, у меня уже почти бутылки не было. То есть в зале я очень много пью. Но это также связано с тем, что я там и потею много, и вообще мне больше воды надо. Вот. А почему надо? Потому что он весит больше 100 килограмм. Вот поэтому, чем больше весишь, тем больше воды тебе нужно пить. В плане закалки каждый день, опять же, так как мы тренируемся каждый день, и в душ холодный мы ходим каждый день. Это даже если там видео смотреть с бани, когда вы первый раз в воду заходили, он мне все стоим, а мне как бы, ну, нормально. Я уже хорошо стою, потому что мы перед этим там 2,5 недели ходили каждый день в холодный душ. Надеюсь, что эта привычка у меня не уйдет. Ты уже привык делать холодный душ, Миша. Мы месяц его делали каждый день. И когда ты сейчас хотя бы несколько дней его делать не будешь в Москве, да, по приезду, то вот ты поймешь, что тебе этого не хватает. Ты месяц его делал. Ты сейчас захочешь сам через 2-3 дня без холодного душа заново мыться холодной водой. Вангую. А про физическую активность, то есть мало того, что мы в зал ходим каждый день, то есть мы реально за этот месяц, наверное, дня 4-5 Ну, пропустили. 25 дней в месяц мы точно ходили в зал. То есть мы там 2 дня съездили в баню, 1 день на тайский бокс, и там реально 1 или 2 дня мы отдохнули. Да. Все, мы каждый день ходили в зал. Ну, и кроме того, что я хожу в зал, я еще и просто хожу. Не каждый день, не всегда, конечно, получается у меня там 15 тысяч шагов проходить, но, по крайней мере, стараешься хоть сколько-то ходить. Там от 7 до 15 тысяч шагов каждый день точно есть. Давай, Миша. Давай, вставай. Блин, 30 секунд, они пролетят, ты не заметишь. Пролетят, не заметишь. Ты можешь не отходить? Нет, я нажму. Не, ты можешь вообще не отходить. Почему? Камон. Давай, Майк. Давай руки. Давай. Вставай. О, давай! Давай, сможешь. Бля, клянусь, Сможешь. не могу, клянусь. Сейчас, Миллиметр, подожди. миллиметр осталось. Все, смотри. Миллиметр. Минута, Миллиметр. и все. Я в шоке, бля. Давай, Миша, идем. Да Давай. сейчас, подожди, дай. Просто Ром. не представляешь. Да сейчас идем, сейчас, подожди. Ты сам себя обманываешь, я же вижу. Ты вот это подожди, можешь говорить хоть час. Встань, бля, на них и все. Я очень хочу на них встать, ты понимаешь, я не могу. Вот ты понимаешь? Так от этого и интереснее будет твое ощущение после. Ты поймешь, как тебе было страшно и насколько это было страшно на самом деле. Ну а как еще-то? Как еще? Ты если на гвозди встать не можешь, что вообще тогда сможешь? Давай, я же тут, давай, от меня облокотись. Тут не в гвоздях дело, а в твоем умении бороться со страхом. Не в гвоздях. Были бы не гвозди, а что-то другое, блядь, так же бы ты себя вел. Хорошо, все, сейчас. 30 секунд помолчи. Давай, Миша. Да! Да, давай! Все, красавец! Дай засеку! Стой, блядь, ты мужчина нахуй! Все! Давай! Да! Крикни, блядь, надо, крикни, не держи, блядь! Не держи, Миша! Весь этот стресс надо вытащить из себя, красавец! Вот это мужчина, вот это хорошо! О! Да! Да! Чё бы не было, пот, слезы, крики, чё бы не было, Миша. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ай, блядь, молодец. Опа! Сейчас будет больно будет ходить. Миша! Е! Миша сделал! Миша встал! Опа! А думал, не сможешь, Миша? 2 минуты назад думал, нафиг, никогда не встану. А встал! Красавец! Взял эту высоту! Сделал это! Это было супер сложно, но сделал. Миша, первое ощущение, для Инстаграма, первое ощущение. У меня даже слезы.
Я думал, он, кстати, заплачет. Реально, я думал, заплачет. Как он себе это держал, красавец. Друзья, я очень счастлив, так же, как и Миша. Миша, стой, стой! Ты счастлив? Многословно. У нас в итоге за 30 дней работы ушло 12,5 килограмм лишнего веса. 12,5. Было 133, стало 126. На лицо похудел, правда? Я пока что я до сих пор, честно, от гвоздей еще не отошел. У меня ноги жутко болят. Вот. Если бы я не сделал, я думаю, я бы даже не обрадовался вообще весу. Ну, я обрадовался, но не сильно. Прошел почти день, как ты на гвоздях постоял. Никого не советую. Да, ну конечно. Расскажи. Это не то, чтобы супер рад был. Естественно, это когда ты что-то не можешь сделать и делаешь, все равно ты рад этому. Но просто вот на тот момент мне казалось, что мне больше неприятно от себя было, что я это сделать не могу. То есть я понимаю, что со мной ничего не будет, я не умру, но я не мог просто это сделать. Мы реально стояли там, ну, наверное, час. Конечно, я сделал, мне приятно. Боль отпугивала. Да блин, да, я ногой просто наступал. Я наступал правой ногой, я понимал, что я двумя ногами не смогу просто встать, но мне будет очень больно. И вот так вот постоянно я раз 7, наверное, вставал, уходил. И потом уже, да блин, думаю, ладно, все, погнали. Come on, everybody. Многим из вас любопытно должно быть, как по питанию у него. Расскажи, как именно ты питался все эти 30 дней. Прям запретов никаких не было. На самом деле для меня это было странно. Я думал, он там скажет, все, вот это не ешь, это ешь. Это... У нас не было диет. Да, ничего, ну как бы у нас их не было, но она по факту была. Потому что это не было так, что мне сказали, вот ты либо Она образовалась у него сама собой. либо ты ешь, либо все, давай, до свидания. Нет, просто, во-первых, первые дни, когда я сюда приехал, у меня вообще никакой диеты не было. То есть в тот день, когда мы сходили на тайский бокс, я вечером обожрался кексов с чипсами. Мне так хорошо было, вы знали. Они знают. Вот, потому что, ну, я в тот момент я вообще в жутком тильте был из-за ноги, потому что я приехал сюда, и я не хотел отсюда уезжать, потому что я, сам для себя решил, что надо... Тебе брат говорил, типа, что, все, ждать тебя обратно? Да, мне на все угорали, все, давай мозга не делай, давай собирайся, приезжай. Ну так, я думаю, все шутками, но все равно очень много скептически относились, зачем поехал, что там будешь делать, можно же и самому заниматься. Но вот я сам что-то занимаюсь года 4, и пока столько не скинул ни разу. Вот. То есть, да, у меня я ходил там в Макдональдс, ходил в KFC, в Cinnabon ходил один раз. То есть, запретов от него не было. Это... Я сам как бы старался, потому что я приехал сюда что-то делать, а не просто ходить в зал и потом после зала жрать. Чем я питался? Да, обычной едой вот в столовой, где я жил, там на первом этаже была столовая. Это самая обычная еда. Там салаты всякие. Опять же, по его рекомендации, это квашеная капуста каждый день. Я ее и так типа очень люблю, поэтому залетал. Картошка, рис, который он постоянно говорит, нет, рис это фу, это гадость. Белый рис, белый. Да, я просто как бы люблю рис, и из тех углеводов, которые там были, я это ел. Картошка, овощи, курица, говядина, рыба. В принципе, вот это все, чем я питался месяц. Да, у меня были там несколько, там, от 3 до 5 раз, когда я там ходил в фастфуд, но в остальном это обычная еда. И немного. То есть с утра я и так, в принципе, никогда не ел, не люблю завтраки. Но он мне тоже сказал, что с утра, в принципе, есть не нужно. Поэтому для меня это не надо было, с утра я умираю, хочу есть. Мне в кайф было. После зала... Зал, скажи, во сколько мы ходили? В зал мы ходили каждый день 10-10:30. Выходили... Просыпался во сколько? Чаще всего. Всегда по-разному, чаще всего 8. 8-8:30. Не завтракал? Не завтракал. Тренировка, потом, опять же, после тренировки желательно несколько часов не есть, чтобы почувствовать вот этот голод, чтобы у тебя начал расти гормон роста. Я ему ничего не подсказывал. Я думал, скажешь, не скажешь. Сказал. Вот, и для этого надо чуть-чуть чувствовать голод. Не так, что ты ходишь, умираешь. Просто не приходи и не ешь сразу после тренировки. Вот такой от него совет был. Я там приходил, что-то какими-то делами занимался, пока вещи постирал туда-сюда. И уже там через пару часов после тренировки ходил, спокойно ел. 1 раз в день я ел. Во сколько? То есть
ну, в 3-4 часа дня. Если честно, странно, что я больше не хотел есть. Но, может, я за месяц реально уже привык. Он не хотел есть больше, или, по крайней мере, так много, как он ел до нашей с ним работы, живя в Москве и проживая свою ту жизнь, потому что у него были серьезные проблемы с ЖКТ, с микрофлорой в кишечнике преимущественно. И они в основном его побуждали, ну, высокая патогенная нагрузка побуждала его чаще испытывать аппетит и более выраженно испытывать аппетит. И он просто определенными инструкциями во время нашей работы наладил микрофлору своего кишечника в течение первых там 15-20 дней. Сейчас у него уже примерно 10 или ну, около 10 дней один и тот же хороший здоровый уровень аппетита, микрофлоры и так процент усвоения пищи. И просто у него стало лучше состояние ЖКТ, поэтому он наедается тем количеством еды, которое он получал вот в 3-4 часа дня, когда после тренировки он на высоком голоде ходил, кушал свою столовку и несколько раз фастфуд. Если бы мы не работали с ЖКТ, вот с этой важной составляющей, он бы ел бы и 2, и 3, и 4 раза в день, вероятно, потому что аппетит был бы у него намного чаще. Вот и все, дело в твоем ЖКТ, который теперь у тебя налажен. Я вообще сладкое сейчас не ем. У меня было такое, что в один из дней что-то сорвался, пошел, купил что-то, не помню что. И сказал себе в тот день: все, короче, давай там до следующего понедельника, там неделя. Вот сам себе сказал, ничего не ешь, там ни фастфудов, ни потом, ничего, короче. А потом в понедельник сходишь, и я обожаю Cinnabon, это вообще лучшее, что мир придумал. И через неделю пошел, в тот день я зашел в Cinnabon, я Шакиру сказал, что я сегодня пойду. Сходил, взял себе Cinnabon, съел его, почувствовал какое-то опустошение внутри себя, потому что он не был таким вкусным, каким казался мне эту неделю. Не знаю, может это у меня в голове, может подействовали добавки, которые ты мне давал. Гамнема, да, она называется? Джимнима. Джимнима. Ну, гамнема по-русски будет. Помимо добавки Джимнима Сильвестра от New Organic, которая уменьшала тягу к сахару и мешала впитываться сахару через кишечник-кровоток, у тебя также микрофлора, как я сказал, наладилась в кишечнике, которая и не требовала у тебя глюкозу, сахар, все. У тебя понизилась потребность в ней. Я, короче, очень сильно расстроился, когда я Cinnabon съел. Вот, но потом пошел докинуться маком еще. Думаю, ладно, вот мак меня точно обрадует. И еще сильнее расстроился, потому что, ну, это нормально было, но просто я так об этом думал неделю, вот я пойду. Короче, просто поел. И все, и с того дня я ни разу не срывался на сладкое, на фастфуд. Вру, один раз я блины купил. Масленица началась. Сейчас мне особо этого не хочется. Если я захочу сейчас, я съем. Но как раньше, я точно есть не буду, потому что раньше в плане сладкого я реально очень много ел. То есть я заходил в магазин, как это обычно бывает, ты заходишь в магазин после работы, там после учебы, голодный, ты хочешь вообще все, ты берешь очень много, и потом за день, за два все это сжираешь просто там, я не знаю, миллион сладкого. Ну, я очень много сладкого ел, реально. Пришли уже на вокзал, Миша сейчас будет отъезжать, и за этот месяц я очень раскрепостился и познакомился близко с Мишей. И я сегодня подумал, клянусь, сегодня об этом подумал, что сейчас, если буду ходить дальше в этот зал, заниматься, мне будет одиноко и будет мне не так интересно, потому что я буду теперь один ходить в зал, не будет Миши, который орет вот так вот очень близко со мной будет разговаривать. И воняет изо рта. И мне, нет, уже не воняет, микрофлору наладили мне. И мне будет не хватать Миши, пока я опять не привыкну заниматься один. Поэтому спасибо, Миш, реально. От души тебе за то, что ты месяц был здесь, что вообще на это все решился. Это многого стоит. Я много хорошего чувствую, но как-то говорить об этом не могу. Да, просто спасибо большое, что дал мне этот шанс начать новую жизнь. Я рад. Все, идем, у нас поезд. Let's go. Вот и закончилась наша месячная работа. Ну, вы знаете, я немногословный, но еще раз большое спасибо. Мы будем еще брать людей на такие проекты, но не слишком часто, чтобы вы тоже сильно не нагляли. Я думаю, в мае должен приехать я с цифрой 140. Как вам идея? Давай. И я тоже рад. Давай. Увидимся через месяц. Я уже на самом деле скучаю, честно. Я же говорил, приятный он. Тоже скучаешь? Миша подтвердил абсолютно все мои ожидания.